До хрена препод отвечает на вопросы. Не снимай, не выкладывай. Блин, просто каждый раз захожу и любуюсь на эти палки. Просто, чтобы я ими там начал играть что-то, да будь я проклят. Буду их хранить, короче. Пока промарка в России не станет стоить 400 рублей, я их буду хранить. У меня накопились вопросики, точнее, у вас накопились. Я решил в формате видео отвечать на эти вопросики, потому что так получится яснее, по-моему, да? Смотри, раз. А чё, прикольно. Оп. И сколько она выдержит? Сейчас такая стена отвалилась. Передаю всем сердечный респект тем, кто пишет вопросики. Спасибо. Вот он мне где. Горизонт завален, по-моему, да? Ну и хрен с ним. Первый вопрос. Пишет, значит, тип 17. Зачитываю, короче. Низкий поклон, уроки качественные. Блин, мне всегда очень приятно это слышать, потому что я не профессионал. Я не учился нигде, ни у кого. И как это делать, я не знаю. Вот, это просто идет откуда-то оттуда. Вопрос, значит, о том, как преподавать 6 человекам сразу. Вот, уважуха вообще. Это у меня состоялась беседа с одним из учеников, который был преподавателем в школе. И он сказал так. Пока ты не будешь хозяином в классе, тебя никто слушать не будет. Даже обращать внимание на тебя никто не будет. Ты должен быть хозяином в классе, понимаешь? То есть ты тут главный. Все, точка. Как ты этого достигнешь, типа, это уже дело 35-е. Все пресекается, то есть малейший какой-то там, вот куча человек в классе. А некоторые сидят слушают, некоторые о чем-то болтают. Это все пропускать нельзя. Нужно сразу отмечать эти моменты. Просить их там, пожалуйста, можно впредь не разговаривать, когда я этого не прошу. Потому что горло не резиновое. Малейший шум, когда 6 человек сидят в классе и что-то там шебуршатся, они могут просто вот так вот сидеть, вот так вот. Вот двое будут сидеть, и ты уже не сможешь говорить через это, понимаешь? Мало того, ты понимаешь, что пока он сидит, занимается, а ты говоришь в это время, он тебя не слышит. Не слушать, не запоминать. Основная задача – пресекать на корню. Сразу такие моменты. Можешь прям сразу, допустим, зашел в класс, ты прям сразу говоришь, ставишь такие-то рамки. В общем, разные пути. На некоторых там психологическое давление оказывал, о чем сейчас жалею. Просто мне было невдомек, что это чисто развлекательная программа за ваши деньги, как говорится. Это не учебное учреждение. Так вот. 6 человек, да? Ну, то есть ты сразу их загнал в рамки, они будут сидеть более-менее, тебя слушать. Вот потом сразу обозначаешь им такие условия. Когда я говорю, вы не играете. Играем только по команде. На самом деле сложнее всего было с детьми. Вот, со взрослыми как бы несложно. Они более-менее понимают, входят в положение и так далее. Но и были как бы такие как бы персонажи, которым море по колено. Как говорится. Ну, на этих персонажей тоже есть методы доведения до выбегания из класса и так далее. В общем, случалось всякое. Ну, как бы, я по своей натуре очень жесткий человек. Если я вижу неуважение, то для меня этот человек вообще
пыль просто. Я могу его стереть в порошок прямо в классе. Мог, по крайней мере. Сейчас я этим не занимаюсь. Да и тогда незачем было, в принципе. Можно было же по-другому себя как-то повести. Но если ты вот такой, да, то ты ничем это не замажешь, не спрячешь, как бы. Вот ты такой и все. Ну. Перед тем, как устроиться в школу, я где-то месяца 2-3 прям говорил о том, что я никакой не препод, у меня ничего не получится, типа, ну, тем более, что еще до школы я начал замечать за собой, что я бешусь на уроке. Я преподавала у себя на базе, правда, в другом помещении у нас была база. И я замечала за собой, что когда человек что-то не понимает, меня это жутко бесит. Я уже тогда понимала, что преподавать мне нельзя, особенно в промышленных масштабах. Но, как бы, чему быть, как говорится, тому не миновать. Этот этап пройден. До хрена препод отвечает на вопросы. Не снимай, не выкладывай. Так, хорошо или плохо, но стоит отметить, что лучшие ученики у меня все-таки были, которые меня любили, которые занимались только со мной. И это не может не радовать. Так, следующий вопрос. Вячеслав Серов. Вот вопрос, собственно. Это, как говорится, стандартный вопрос, который раз несколько в сезон соплей возникает. Почему у тебя сопли, на что аллергия, ля-ля-ля-ля-ля. 350 раз рассказывала уже, почему у меня текут сопли и почему, и на что у меня аллергия. Персонально для Вячеслава рассказываю. Слава, у меня полинос. Что такое полинос? Это аллергия на все, понимаешь? Допустим, хреновая китайская пластмасса воняет, я буду чихать. Какой-нибудь захожу в магазин химии, все, трындец, короче. То есть вот это все, сопли, слезы, короче. В очереди встал, все, начинаю в платки сопли складывать. Уже молчу, там про сад, огород, вот это все, поле какое-нибудь там, трава, вот это цветение любое. Кошки, собаки, мышки, все. Духи вонючие, короче. Просто нос в трубочку сворачивается и пошли сопли, короче. Как-то лет так 25 назад я делал тест. У меня сработали все пробы. Надеюсь, вопрос исчерпан. Абсолютно лютая хрень, никому не пожелаю. И полжизни прожил без этой фигни. И не знаю, откуда она взялась. И страдаю жутко. Буквально с того момента, как сходит снег, и до того момента, как снег как бы нападывает. Вот этот весь период я просто погибаю, короче. Сейчас я на таблетках. Я с трудом нашел таблетки, которые работают, от которых не болит желудок, у меня язва, от которых я не засыпаю, а которые просто работают чуть-чуть. И я чувствую себя получеловеком, как бы. Все. До хрена препод отвечает на вопросы. Не снимай, не выкладывай. Дмитрий Гуров. Здорово, Димас. Так, очень понравилось, как ты сыграл на джеме. Ну, как бы рад стараться, как говорится. Знаешь, когда играешь не просто, черт пойми с кем, а именно с тем человеком, которому тебе нравится играть, и который умеет играть. Мне кажется, любой дурак сыграет, но ну ладно, не любой. Так, очень техничная, разносторонняя игра, на мой взгляд. Разносторонняя, ну, согласен, техничная. Я и техника, как бы, где я и где техника, как говорится. Техникой не обладаю абсолютно. Вот. Играю на пределе своих возможностей. Вот говорю как есть. Очень ограничен по скорости и по амплитуде, потому что очень болят руки. Вот в данный момент уже второй месяц у меня болит палец. Вот этот. Здесь он, значит, щелкает вот так вот. Вот, застревает оба пальца. Но этот не болит, а этот болит. Болят вот эти оба сустава. Ничего не могу играть вообще. Тренироваться не могу.
Был момент, когда у меня не болели руки. Я засел за пэд, у меня заболели руки, короче. Вот все говорят, потренируйся. Не хочу, понимаешь? Я знаю, чем это кончится, поэтому. Вот сейчас по коленке стукнул, отдалось аж вот здесь в суставе. И можно заметить, как бы, что этот палец шире, чем этот, потому что он воспален. Сустав воспален, болит. Такие дела. Ничего хорошего, короче. Печалька. В общем, и ты пишешь, что с удовольствием поджимовал бы с тобой. Если ты в Магнитке живешь, давай спишемся, поджимем, вообще не вопрос. Это дело я люблю, как говорится. Давай спишемся и поджимем, вообще не вопрос. Этот же джим покажет, то есть как мы можем сыграться с тобой и вообще, уровень игры сразу виден, то есть того или иного музыканта. И сразу скажу, что я умею джемить не со всеми. Некоторые имеют как бы меньший багаж. Мы за свою жизнь, как бы, да, за барабанами, за инструментом, за басом, за гитарой накапливаем определенный багаж упражнений, там ритмов и так далее. И джем это очень четко показывает, какой твой багаж, какой твой рюкзачок. Он вот такой или вот он вот такой, короче. Иной раз просто с некоторыми людьми джемить неинтересно, потому что их рюкзачок вот такой пока что. Это все со временем происходит. Но просто сам пойми, да, у кого багаж вот такой, ему неинтересно вот с таким. Потому что опыт пока еще как бы в стадии накопления, поэтому не очень интересно. Но поджимить можно абсолютно с любым. Было бы очень интересно узнать, какой рюкзачок у тебя по размеру знаний. В общем, про технику сказал, что техникой я не обладаю и никогда не обладал. Я самоучка, и всегда, когда тебе профессиональный барабанщик ставит руки, это видно, когда человек играет. Это видно, что у него руки, как веревочки, они такие, знаешь, такие, двигаются сами по себе. То есть он держит палочку. Я, когда начинаю держать палку, у меня зажимается рука сразу. Я пытаюсь ее расслабить, и вот таким образом играю. То есть, как тебе показать-то? То есть я ее зажимаю так, чтобы она свободно сидела. То есть. Но все равно в какой-то момент где-то я переподжимаю, короче. Вот. И скорость моя ограничена. И когда я засаживаюсь за пэт и начинаю днями и ночами шарашить пэт, это ничем для меня не заканчивается, кроме как походом к врачу с кистями. Я уже 100 раз сказал, что я инвалид второй группы, у меня проблемы по суставам. А вот так вот, как я играю, это максимум того, что я могу. Все. Следующий и последний вопрос. До хрена препод отвечает на вопросы. Не снимай, не выкладывай. Андрей Федоров. Ч2С1 мягкий знак. Молодцы, это под джемом, судя по всему. Или под репетицией, не помню. А палочки с хвостиками, как называются и для чего они? Давай тоже расскажу, и потом буду кидать это видео всем подряд. Вот. Значит, палочки с хвостиками. Эти, правильно? Это их так распушило от игры. То есть, если их вот так обрезать, они вот такие были раньше. То есть, вот такие вот. Потихоньку их деформируют от удара, видимо. Это руты. Я очень много лет играл деревянными рутами, но понял, что вот этим палкам больше 10 лет. Но понял, что деревянные руты это что-то на богатом, то есть только и будешь их покупать через каждую репетицию. Потому что я играю римшот, и когда ты деревянными рутами играешь римшот, все, короче, беда. Песня 2 максимум, все. Все акценты у меня играются через римшот. Для чего они нужны? Может быть, ты уже догадался, для чего? Ты можешь даже понять, что по звуку палки обладают более яркой атакой и более громким звуком.
когда мне не хочется, допустим, чтобы у моих одногруппников случился рак ушей, я беру руты. Все звучит гораздо тише. То есть, когда тебя просят играть тише, а ты страдаешь при этом, ты просто берешь мягкие палки и играешь с той же амплитудой, все то же самое, что ты играл. Единственное, что ты не можешь сыграть кросс-стик. Все. Все остальное куда угодно ты можешь играть этими палочками. Это будет гораздо тише. Ну, процентов так на 30-40 примерно. Перемотал я их тут, чтобы жесткость была. Они вот так вот себя ведут, короче. Это немножко бесит по первому времени. Но потом ты привыкаешь к этому. Ну, давай сразу расскажу вот про эти палки. Немножко я ими поиграл, чтобы мне их не жалко было, новые палки. Как ты видишь, это ProMark. Это очень дорого. Но раньше у меня не было других палок. И у меня было много палок. И мне нужны были мягкие палочки, которыми я мог делать что-то такое. То есть без атаки. Для акцентов таких без атаки. То есть ты бьешь в тарелку, а у тебя нет атаки. Она у тебя расползается вот так вот. Мне очень нравится. В общем, это немножко поюзанный ProMark и воротник от шубы, от маминой. Вот это поворот! Порезанный на ленточки и намотанный, и обшитый ниткой. Все. Вот такое коротенькое видео. В общем, если у тебя есть желание поддержать этот канал, все ссылки внизу. Пиши комментарии, задавай вопросы. Я их буду сохранять и отвечать на них. По-моему, нормальный формат. А на сегодня у меня все. Подписчики моего телеграм-канала нередко накидывают мне тем для обучалок. Также не ленись заглядывать в описание, если тебя интересует, на чем я играю. Там полный расклад. А также буду рад, если поддержишь обучалку рублем. Все данные для этого также находятся под видео в описании. А у меня на сегодня все. Вонзи лайк, подпишись на канал. Жду твой комментарий и увидимся в следующей обучалке. Пока!